Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале Guard.ua, это рубрика «Комментирую игры» моих подписчиков, и сегодня у меня подписчик под псевдонимом Let Him Play. Это тот персонаж, который очень любит инсектоидов, но в текущем патче инсектоиды, к сожалению, похоже, вымерли от слова совсем, потому что сколько я не играл бы в игры, я инсектоидов почти не вижу. Поэтому, знаете что? Напишите мне в комментариях свое мнение насчет того, стоит ли записать инсектоидов. Вот в текущем патче, как их поменяли и тому подобное. Если что, вот этот вот ролик, который я сейчас комментирую, он старый. Старый, потому что мне этот ролик скинули, по крайней мере, то, что я посмотрел дату создания файла на своем компе, это было 1 июля. А вот когда мне скинули эту игру, если честно, я не знаю. Поэтому, если что, Let Him Play напишет в комментариях, когда он скинул мне эту катку. Ну, и ранг у него, соответственно, там небольшой, скорее всего, на тот момент. Но, как я уже говорил ранее, на ранг мы смотреть не будем от слова совсем. Мы будем смотреть, какие действия он принимает в игре, что он берет за предметы, что он берет за фигуры, какие решения в целом принимает. В общем, ребят, присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита. Приятных снов и хорошего вам вечера, соответственно. И что я хочу сказать. Эту игру мы будем комментировать жестко. Жестко, чтобы он прям отписался. Шучу, шучу. Шучу, наверное. Хочу напомнить, что если вы хотите, чтобы я прокомментировал конкретно вашу игру, то в комментариях есть закрепленное сообщение с ссылкой на запись в моем телеграм-канале, где я подробно все описываю, что нужно для этого сделать. Поэтому, раз вы перешли на мой телеграм-канал, на него обязательно нужно подписаться, потому что там я пишу по обновлениям этой игры, когда у меня стримы. И самое главное, чат комьюнити, где мы все переписываемся и все такое. Поэтому, ребят, пересоединяйтесь, а там сами знаете, что уже делать. Правильно? Правильно. Поэтому погнали. О, красавчик, деньги собрал. Я думал, в моменте не соберет деньги. На самом деле, меня немного триггерит момент, когда куча денег лежит на столе, и они сами не собираются. Это немножко как бы расстраивает. Итак, решил он поставить себе орков. На самом деле, ему хороший заход по оркам пришел. Я бы даже на его месте, если придет 4-й орк, то вышел бы из инкама, и было бы вообще все шикарно. Взял талисман счетчика, на самом деле хороший предмет. Я вот, кстати, знаете, пока с вами тут здоровался все такое, я не заметил момент, скипнул ли он рок войны. Если он не скипнул рок войны, я все-таки попробовал бы на его месте найти рок войны в орка-охотника, потому что там бы кабан нереально мощный будет, особенно если он соберет его в 2 звезды. А еще, кстати, у меня так губы пересохли. Не знаю из-за чего, но губы пересохли, будь здоров. Кстати, может кто посоветует, ну, типа, губы часто сохнут, чуть ли не каждую неделю, и чуть ли не каждая неделя у меня с мертвой кожей на губах. Поэтому, может, кто знает, как решить эту проблему, то напишите в комменты. Это важный момент, потому что меня это уже бесит. Нереально бесит. Каждый раз пересохли губы, каждый раз мертвая кожа. Бесит. Просто бесит. Бесит. Итак, будет классно, если ему со старта придет баф людей. Расстановка, ну, нормальная, в принципе. Ничего здесь и не скажешь по поводу расстановки, потому что у него есть 2 орка-шамана, которые дают огромную область сайленса. Поэтому окей. Даже если там будут убийцы, они прыгают за спину, соответственно, орки-шаманы имеют огромную область сайленса. Даже вот в 1 единицу там почти 2,5 квадрата. Сильно? Да. Если мы сейчас еще и усиление придет, то будет вообще шикарно. Еще и глаз чешется. Чё чешется? Непонятно. О, Акс в 2 звезды. Хускар. Это надо брать. Кстати, хорошее решение предпринял. То, что он поменял на 2 орка-шамана и не оставил себе Акса. Это хорошее решение, потому что орки-шаманы будут намного выгоднее. Я бы, кстати, на его месте все-таки бы, может быть, даже вышел бы и в 20 монет. Интересно, а почему он не берет Хускара? На самом деле, ранее Хускар это мощный персонаж. Особенно у него еще и предметы более-менее хорошие подать его Хускара. Мог бы как бы Хускара взять. Ладно, хозяин-барин, смотрим за игрой. Но, в принципе, может даже выйти в 20 монет плюс. Даже если он Хускара не покупает. Но вот смотрите, просто у него сейчас нету 20 монет, он мог бы купить Хускара. Но если он планирует в дальнейшем выйти в 20 монет, то, в принципе, окей. Здесь убийца. Мой любимый убийца Горн. А, он ЦМ-ку вообще решил продать. Так, продай вот эти вот все остальные фигуры, возьми себе Хускара. Хускар сильный. Возьми Хускара, говорю.
Миндальная связь. Не работает. Ну, не работает и ладно. Я так понимаю, здесь будет катка на орках. Реликвии хорошие. Вообще прекрасная реликвия. Там уже Лина в 2 звезды, понимаю. Лина в 2 звезды его порвет. Абаддон в 2 звезды. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да, у противников неприятные столы собираются. Кстати, у меня для вас есть новости. Во-первых, в двойном режиме мы достигли ранга Король 1. Поэтому что? В скором времени будет контент по двойному режиму. Поэтому я думаю, вы уже все ждете этот контент. На самом деле мне самому интересно, насколько получится эффективный этот двойной режим. Но последняя игра перед рангом Король 1 была эпическая. Я в чате комьюнити кидал скрины, где мы попались против топ-1 мира по двойному режиму. Это была лютая катка. Поэтому, ребят, напишите в комментариях, что вы думаете, насколько сильно вы ждете двойной режим. Я думаю, нормально так ждете. По крайней мере, я 100% очень жду показать вам этот двойной режим. Плюс эти игры будут короткие. Кстати, нестандартное решение он предпринял. Взял себе, апнул Урока Шамана в 2 звезды. Это очень нестандартное решение, если честно. Обычно так не делают, но он так сделал. Окей. Это очень нестандартное решение. Просто решил усилить свой стол, чтобы выйти в винстрик. Окей. Ну, тут слабый стол у противника по сравнению с его. Если ему сейчас на самом деле еще один орк придет, то у него будет 4 орка, это плюс 400 хп, это будет очень плотный стол. Это будет прям 10 из 10. Кайф. Просто кайф. Винстрик 5 есть на месте. Давай. А Джаггернаут-то не приходит. Хотя не, у противников его слабые столы. Единственное, вот кто ему опасен, это Лина в 2 звезды. Если она ваншотнет нужную фигуру, то будет печально. Будет очень печально. На втором месте... там нету уже винстрика, сбили винстрик. На самом деле у него идеальный старт. У него 100 хп, 40 монет, сильный стол. Кайф. Не игра, а кайф. Я, кстати, знаете, на его месте, наверное, бы взял Агра. Потому что, как минимум, он был бы получше, чем Мирана на текущий момент. Поэтому взял бы Агра. Кстати, тоже хочу подметить то, что он хорошее решение взял, закинул медальон себе в Акса. Потому что Акс накидывает на себя агр, это кусок мяса, которого будут под агром бить, и, соответственно, он будет еще и возвращать урон. Так, если ему сейчас на 10-м раунде падает хаотичный договор, то у него вообще будет 10 из 10 старт. Как же ему хорошо орки идут. Вот прям прекрасно идут орки. Только ему не хватает всего лишь одного орка. А тут есть 2 волшебника. Может, поставишь 2 волшебников, получишь плюс 400 хп? А? Ну-ка давай, давай. Возьми 2 волшебников уже, возьми. Продай Мирану, возьми 2 волшебника, поставь себе плюс 400 хп. Ну возьми, ну давай. Я знаю, что ты хочешь взять этих волшебников. Эх, не хочет. Ну ладно, на самом деле у него стол огромный, поэтому я думаю, от мобов он не откиснет. Вообще никак. Плюс еще и кабанчик засумонится, плюс еще и агр вот так накинется под медальон. Да! Вообще песня. В этот раз я, кстати, себе намного больше воды набрал. Сколько? Полстакана. Опять Хускар к нему приходит. Опа, Мамора. Будешь что-то в Мамору закидывать или не будешь? Вот в чем вопрос. Есть алхимик. Давай алхимика возьмем, закинем в Мамору, и ты соберешь алхимика в 3 звезды. Как тебе такой план? Не хочешь? Взял Мамору, окей, что закинет? Чего? А почему ты именно закинул туда орка-охотника?
И уровень сейчас не взял, пока думал. Из-за этого, на самом деле, то, что он так долго думал, он может сейчас потерять свой винстрик. Фух, вроде нормально. Вроде нормально. Не потеряет свой винстрик. Но я на самом деле удивился. Не Хускар, не Алхимик, а просто закинул туда Орка-Охотника по какой-то причине. И охотников он не собирает, что самое прикольное. Я жду объяснения в комментариях по поводу этого действия. Интересный прикол. Рыцари, кстати, там собираются. Там тоже есть Мамора. А там еще есть 2 косы. Если, кстати, ему собьет хоть кто-то винстрик с косой, будет печально. Кстати, там убийцы собираются. А то Тинкер в 2 звезды. Скорее всего, он проиграл. Хотя, если его Тинкеры закастуют ракетки как надо, то он не проиграл. Ой-ой-ой, не проиграл. Сайленс раз. Ай-яй-яй, выпрыгнул, прикиньте. Нормально, нормально. Винстрик держит. Хорош. Живет. Обидно, что у него усиление никакое не приходит, но он идет дальше в уровень. Нормально. Рубрика все по 2 продолжается. Почему Огра не поставить? Огр же хороший персонаж. 1 из 9 Мамора, понимаю. Сильно. Но я на самом деле в шоке от такого решения, почему он в Мамору решил закинуть именно Орка-Охотника. Там, кстати, у кого-то есть антимаг, но антимаг он почему-то он не ставит. Больше странных действий, богу странных действий. Ну, пока нормально. Стол у него посильнее, чем у его противников, поэтому может чилить. Может сидеть на расслабоне. Нет, я бы на самом деле, если бы, ну, уже закидывал кого-то в Мамору, я бы закинул Орка-Шамана лучше. Как по мне, Орк-Шаман намного мощнее был бы. Кстати, там у ребят уже огромные столы собрались. Если ему не придет какое-то усиление, его порвут. Давай из 9 Мамора. Вот это я понимаю сильно. Возьми 2 волшеб. Прикол. Он решил паролить, чтобы усилить свой стол на 7 уровне, чтобы не проиграть винстрик. Смотрит шанс выпадения фигур. На самом деле сейчас у него очень сильный стол. 2 шамана в 2 звезды, это сильно. Единственное, что ему надо бы найти... А, он сдох, кстати. Там жрец порешал вопрос с отхилом. Ну все, можешь идти спокойно в уровень. Можешь расслабиться, получать наслаждение и идти спокойно в уровень. Что еще делать? Ну, он, в принципе, этим занимается. Но я на самом деле удивлен, что он действительно Орка-Охотника закинул. Я до сих пор не могу отойти от этого шока. Проверил, запись идет или нет, потому что у меня какой-то микрофриз произошел. Вот чел на первом месте на гритерах, он нереально огромный. Но там и на втором месте с 2 лины в 2 звезды у молодого. Интересно, какие он действия будет предпринимать. Если играть против гритера, либо у тебя, ну, там, если гритер не будет такой уж и огромный, то, в принципе, против гритера очень легко играть. Элементарно этого гритера может порвать воины. Рыцари могут спокойно порвать, драконы-маги могут спокойно порвать. Волшебника купи на всякий случай, иди в уровень дальше. Спокойно иди в уровень, у тебя все равно 90 хп. Но одного волшебника я бы на твоем месте купил. О, отлично. Арканцы это хорошо.
Хускар в 2 звезды. Ой-ой-ой. Неприятно. Кстати, здесь ТБ в 2 звезды. Необычно. Так, Сайленс раз, Сайленс 2, Агр. Отлично. Кунка не закастует пока свой корабль. Не успел Сайленс накинуть, потому что там Агр сработал. Кстати, ТБ, спасибо, что корабль Кунки законтрил. Если что, кто не понял, что произошло, то ТБшка перевоплотил Кунку. Кстати, я давно ТБ не записывал. Может записать ТБ? Антимаг! Берем. Бери антимага. Хорош. Хорош. Он тебе поможет. У тебя, кстати, есть обалденные предметы под него. Подкинь. Да. В принципе, все предметы перекидывай в него, кроме манрегена. Все предметы, ну. Ну! Почему ты 2 палки не перекидываешь до сих пор в антимага? У тебя есть 2 палки, есть у тебя, в принципе, медальон. Эти предметы тебе бы помогли. Ну, конечно, не против него, когда ты в Хускара долбишься, но... Ну ладно. Не, такого антимаг тебе, к сожалению, не пробить. Перекинь предметы уже в антимага. Кстати, о, Джаггер, бери. И волшебника бери. И ставь 4 орока, пойдет. Хорош. Хорош. Да все, продавай панду. Бери себе уровень. Богов решил поставить. Ну, в принципе, окей, ладно. Ну, предметы перекинь ты в антимага. Ну, услышь ты меня. Ну, миндальная связь. Ну, работай. Миндальная связь. Хочу орать. Хочу орать от таких действий. Я жду ответ на свой вопрос, почему ты 2 палки не закинул в антимага. Ладно, забираю свои слова назад. Панда сделала импакт. Просто выкатила ему инвокера. Оставь инвокера вместо панды тогда. Ну или просто, да, вот так вот поставь инвокера. Инвокер полезный будет. Если он будет еще и кастить как надо, то забей. Инвокер будет 10 из 10 полезностей. Потому что элементарно там и обезруш прилетит. Если, конечно, будет кому накидывать обезруш. Чистый урон может накастить сверху. Может пеньков призвать своих, которые минус броню дают. О, обезруш. Сюда. Хорош. Опа, Мирана, апгрейд. Апгрейд на месте, так он тебе уже не нужен. По факту. Ну, решил поставить вместо богов, окей. Тогда убери этого чубзика, поставь тинкера. Хотя Хекс стырил. Ну, Хекс, в принципе, можно и оставить. Кстати, классная Мамора. Реализовал на 150% Мамору. 4 из 9, 20 раунд. Это чисто моя Мамора. Моя Мамора в каждой игре. Читай, что делает 6 богов. На самом деле, если он шамана лавы найдет в 3 звезды, это будет сильный ему такой приход. Но я до сих пор не могу понять, почему ты еще не накинул 2 палки в антимага. Хаотичный договор приятно, рыбалка тоже приятно. И сумка тоже приятно. Что возьмешь? Рыбалку взял. А что убирать будешь? Если тебе убийцы в целом не нужны, то да. Хорошее решение. Я так понял, он реально хочет играть через орков. Судя по всему. Окей.
ХП у него много. Он может спокойно не опасаться того, что ему кто-то будет сносить огромное лицо. Гриттер интересный. Ему Варлок пришел. Интересно, когда ты перекинешь 2 палки в антимага? Можно узнать сроки? Шкатулка упала, хорошо. О, так это еще и старый патч, это еще не новый патч. Ну в принципе да. Ну в принципе плевать на самом деле на ту шкатулку. Как я уже говорил ранее, неоправданно они эту шкатулку убрали из первого тира. Шкатулка была хорошей. Чё так решили, непонятно. Вот ты сейчас, кстати, дал лук, то ты не хочешь в самый крайний угол закинуть эту Мирану? Ну, какие-то слабые игроки у него, если честно. Один вообще в 100 монет сидит, не ролит, ни уровень не берет. Просто откисает. На 9 воинов смотрит. 5 из 9 Мамора. Простите. Надо немного позлорадствовать. Ну, это просто, ну, жизненная ситуация, понимаете? Я его, допустим, прекрасно понимаю, то, что ему сейчас так плохо идет Мамора. Плохой скилл у инвокера против Гриттера. Да, он хочет играть на воинах. Ну, давай посмотрим. 4 орка не хочешь поставить пока что? Убрать Рубика, поставить себе 4 орка. Не хочешь? На самом деле меня удивляет то, что ты в антимага до сих пор еще не закинул 2 предмета. Я это буду подмечать каждый раз. Такой огромный потенциал у антимага, но ты по итогу не реализуешь его. Интересно, что он предпримет теперь? Будет ли он брать 10-й, либо он будет ролить сейчас? ТБшка здорово. Марс присосался к... наоборот, антимаг присосался к Марсу. Орк-жрец присумонил Марса. Инвокер сумонит пеньков, хорошо. Пеньки жесткие. Каждая тычка пеньков, по-моему, минус 5 брони дает. Жаль, нельзя сделать так, чтобы ты выбирал сам нужную себе способность на инвокере. Жалко. Почему ты Рубика до сих пор не убрал? Ты бы поставил себе 4 орка, это плюс 400 хп. Сейчас панду вот бери, убирай и поставь Джаггер. Да не инвокера. Ладно. Ладно, окей. Ну, не знаю, инвокер полезный был. Не против Риттера, конечно, но был полезен. Кстати, классная Мамора, 5 из 9 до сих пор. А ну-ка напишите в комментариях, сколько раундов пробудет Мамора до того, как подняться в 3 звезды. И вообще подымется ли она в 3 звезды. Давайте сыграем с вами в такую игру. Я думаю, что в скором времени он просто продаст эту Мамору и продаст себе орка-охотника. Так, еще один талисман счетчика упал, хорошо. Да, все, он воинов собирает. Ну, в принципе, неплохое решение против Гриттера. Чтобы взрывать этого Гриттера. Сейчас 10-й возьмет, на 10-м начнет ролить. Найдет себе берсерка, будет хорошо. Найдет кунку. Пускара жалко, конечно, скипал, но... Дум работать на Гриттера не будет. У чувака на втором месте вообще непонятный стол какой-то. Куча двоек, но никакой определенной синергии нету. Чё так? О, кунка. Кстати, так ты можешь поставить себе уже сейчас 9 воинов. Ладно. Не поверил он как-то в 9 воинов, но он на самом деле мог поставить себе 9 воинов просто через волшебников.
Посох жертвы неплохой, но берет обезоружит, хотя там есть гритер. Я бы взял на его месте все-таки посох жертвы. И закинул бы наконец-то 2 палки в антимага. С посохом жертвы этот антимаг будет разваливать бы здоров. Я думаю, он продаст этого орка-охотника. Честное слово. Панду решил продать. И кунку поставил. Хорошо. В скором времени у него и 9 воинов нарисуется. На следующем раунде он возьмет себе 10-й, дальше начнет ролиться. Если слишком много хп не потеряет, то все будет прекрасно. На втором месте реально непонятный чел какой-то. У него 82 хп, у него винстрик, у него рубрика все по 2. Причем все по 2 в 2 звезды. Чего там собирает? Вообще непонятно, что он там собирает. А главное, зачем? Странный парень максимально. Sometimes it's necessary to use some instruments. Don't take the bait. Хорош. Let's set out on a new voyage. Подвойнов Кираса обалденная. Гритер сам себя будет хавать. Там, в принципе, каждый из них будет сам себя хавать. А Кираса этот урон увеличит в очень много раз. У него сейчас есть 6 воинов. Дум и Кунка это 8 воинов. Одного воина ему не хватает, получается. На Гритере интересный какой-то игрок. На самом деле, на Гритер живет до того момента, пока он не поставил 9 воинов. Как он только поставит 9 воинов, то там забейте. Омник! Praise the holy light. Омник под воинов тоже идеально заходит. Во-первых, пока вот эти вот ребята будут бить тебя с руки, Омник накинет, соответственно, свой щит, скинет все дебафы, которые у тебя там есть. И не только. Помимо этого, они сами себя еще и начнут уничтожать. На секундочку. А, кстати, это я, походу, просчитался. Все-таки 9 воинов ему хватает. Кого-то я забыл посчитать. Поставь Омника посередине сейчас. Омника сейчас посередине поставь. Чтобы Омник накидывал свой баф почти на всех. Неправильно ты Омника реализуешь. Ой, как неправильно Омника реализуешь. В следующий раз поставь Омника посередине. Тогда Омник накинет на всех свой баф. Соответственно, скинет все дебафы, которые были в тот момент. И, соответственно, повысит уязвимость к магическому. Ой, наоборот. Ну, короче. Намного плотнее ты станешь. Хорош. Все, ну это миндальная связь. Все, ну тут ничего не скажешь. Берет инчу, берет друида. Инвестиция в лучшее будущее. Кунка в 2 звезды вообще прекрасно. Кунку предметы все перекинет, будет разваливать. Джаггер. By the sword, kill by the sword. Кусик, берем. Once I was not alive until I conquered my lance. Кусика можно вместо Тини поставить. Или вместо Марса. В принципе, плевать. Так, у тебя просто немного зверей есть. Да. Марса решил продать. А только предметы надо в Кунку перекинуть. Вот сейчас отменно работает щит Омника. Отменно. У убийцы 2 хп осталось. Хорош. Медальон, медальон. Медальон отдай. Медальон и ману плюс 50 отдавай.
И ману плюс 50 отдавай. Лишним не будет. Свен, сюда. Ну, Свена вместо кого? Свена вместо Тини. Тини убирай, Свена ставь. Ну, ладно, хозяин-барин. Я бы Тини убрал. У Тини, конечно, есть свой контроль, но он такой себе. Дум 2 звезды сюда. Вот селедка, кстати, довольно-таки мощный персонаж. Не знаю, мне как-то селедка последним временем нравится. Много урона как-то селедка накидывает. Sometimes it's necessary to use some instruments. Хаотичный договор хорош, но... Хотя на самом деле косу бери. Бери косу. Косу бери. Косу бери 11 возьмешь, если что. Собьешь ему винстрик, заберешь 11 уровень. Только посмотри, нет у него хаотичного договора. Если нет хаотичного договора, бери косу. Косу, косу. Никакой меты. Забудь за мету. Бери. Еще и мету сразу заюзал. Ты чё? Зачем ты взял мету? Once I was not alive. У тебя 56 хп. Зачем ты взял мету, окаянный? In my hands. Так, Летимплей, я жду объяснения в комментариях. Зачем ты такие действия делаешь? Что это было? Welcome to the Marines. Но убийцу ты должен порвать, хотя там мортретка. Ты все предметы уже перекинул? Кунку. Не знаю, короче, почему ты не взял косу. Типа, ты берешь косу, выигрываешь у него винстрик, и у тебя просто плюс 32 опыта с косы. А это 11 уровень, а это, соответственно, больше возможностей. Это можно еще и поставить 4 бога в идеале. Ну, 2 хотя бы пока что, для разогрева. Там, кстати, инвокер, но ты инвокера порвал. Хорошо. Ну вот, ты его сейчас вынес. А, ну не успел. Хотя не, вот бы ты сейчас получил бы плюс 32 опыта. Почему ты взял мету? В чем прикол меты? For the glory of the Holy Knights. Weapon isn't Не знаю, почему ты взял мету. but my Spin the slice. Омник, вообще, боже, да все. Да не, медальоны оставь. Много брони, соответственно, быстрее сожжешь их. Можешь, конечно, вкинуть в кого-нибудь, но... Медальон хорош. Медальон не трожь. Такая небольшая рифма получилась. Медальон хорош, медальон не трожь. Ну, там слабая мортретка, она сейчас сама себя вынесет. А тебе вообще плевать на самом-то деле. Големы там что-то выжигают, но, как мы видим, вообще плевать. Омник 2 звезды творит чудеса. Sometimes it's necessary to use some instruments. Так, отлично, минус убийца. Покупай кунку, может в 3 звезды соберешь. Там Абаддон в 3 звезды. Неприятно, конечно, то, что там Абаддон собрался. Хотя, в принципе, плевать. Он этого Абаддона взорвет. Тот Абаддон накинет щит и сдохнет сразу. У него все-таки медальон есть. Единственное, что он может один медальон перекинуть, не знаю, в какого-то Хускара, потому что воины сейчас отражают только своей броней. И если ты истинный воин... Поэтому я бы, наверное, один медальон даже перекинул бы. Боже, урона почти нет. Из-за омников 2 звезды. Омник 2 звезды, конечно, творит чудеса. Но Абаддон там, конечно, такой неприятный парень. Ну, как-то плевать на этого Абаддона. Если бы у Абаддона был бы, наверное, рефрешер плюс посох 3-го тира, это было бы опасно. И если бы он поставил еще и 6 богов, это было бы очень опасно. Знаете, что еще будет опасно, если этот Абаддон найдет себе перчатку 4-го тира? Радик хочешь? Ну, как по мне, такое себе Радик.
Селедка в 3 звезды. Интересно. Ты так только что посмотрел на Омника, что мне показалось, что ты его хочешь продать. Ты смотри, не делай такого. А то я нервничаю. Ай, щит Омника спал. Больно. Жить. Щит Омника. Омник. Живем, живем, живем. Хорошо. Я бы на месте гритеров, конечно, бы поставил бы себе 6 богов каких-то условных. Под 6 богами было бы намного проще играть. Хотя не факт. Отхила никакого бы не было. Ну, может, если он сейчас найдет там перчатку 4-го тира, тогда будет печально. Потому что Абадон может всех этих воинов ваншотнуть под перчаткой 4-го тира. Если еще и рефрешер сверху будет, то там 2 щита прилетит. Будет больно. А он тоже хочет перчатку 4-го тира. В берсерка закинуть хочет. Варлок 2 звезды. А что там у него в Маморе вообще сидит? Посмотри. О! Что там, что там? Антимаг. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. You're under arrest. Антимаг 3 звезды, это, конечно, будет печально. Но, по-моему, антимаг ему не пришел. Да, ему антимаг не пришел в 3 звезды, прикиньте. Перчатку хочет, но перчатка не пришла. Цепочка, ай-яй-яй, какой бред. Яйцо. The fate of Отлично. Glitchland is in my hands. Тролль сейчас заряженный. Достаточно сильно заряженный. 0,3 скорость атаки. Вообще хорошо. Так, ну там чуваку антимаг в 3 звезды не пришел. По сути, это сейчас будет раунд его последний. Если там антимага в 3 звезды найдет, то шансы еще на победу у него есть. Я просто не видел, какие предметы у этого чувачка. По-моему, это последний раунд. Да, это его последний раунд. Не дождался имбы. Ну, бывает, бывает. Вот так вот надеялся на имбу, а она не пришла. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. На самом деле, очень слабые противники у тебя. Хотя... Пинали они нормально. Некоторые действия мне, конечно, были непонятны, но, в принципе, я о них тебя спросил и хочу услышать о них ответ. 9 убийц, ну там мартретка ультра слабая. Ой, какой Абадон там слабый. Да. Ну что-то, короче, его противникам по предметам вообще не повезло. Либо же они просто не ролились. Вот, допустим, чел на гритерах вообще не ролил себе предметы. Ну, хотя на самом деле он мог себе паролить предметы, элементарно найти себе посох 3-го тира. Раз ты собираешься играть через антимага, то почему ты не найдешь себе посох 3-го тира? У тебя есть Абадон в 3 звезды, но ты по итогу ничего не хочешь делать. А посох 3-го тира в Абадона был бы очень сильным. Если бы упал ему еще и рефрешер 4-го тира, то это было бы 2 щита, которые, ну, нанесли бы ультра очень много урона. А если бы ему еще и перчатка 4-го тира упала, то там просто был бы взрыв тоталити. Но какие-то странные он там действия предпринял. Может, он, конечно, там и искал себе предмет 4-го тира какой-то, но почему он заранее не готовился и не нашел себе условный посох 3-го тира? Непонятно. Ну, короче... Воины прикольные получились, мне не понравились. Играл не на имбе. В принципе, красивая игра на воинах. Ну, противники, конечно, слабоватые. Но в целом повезло по предметам тебе хорошо, повезло более-менее по фигурам. Берсерка хорошо нашел довольно-таки рано. Ну, наказал человека, который хотел сыграть на имбе, но по итогу у него не получилось сыграть на имбе, и это хорошо. А если бы ты наказал еще и имбу сверху, о, это было бы уважение 200%. Ну, хорошая игра. Серьезно, хорошая игра. Добавить по ней мне нечего. Но противники слабые все-таки. Как-то так. Как-то так.
Что думаете вы по поводу этой игры? Вы напишите в комментариях, а также не забудьте подписаться на меня. Кто не подписан на мой телеграм-канал, обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!